Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы не имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в приторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему больше греха на том, кто предал меня тебе». И с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесаря». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемое Лифостротон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час 6, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш?» Но они закричали: «Возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали ему: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Я не случайно зачитал вам этот отрывок из Евангелия, для того, чтобы не столько показать, как неправеден суд над Христом, который тут происходит, сколько показать, насколько неправедны свидетельства, доносы на него, клевета на него. И мы с вами здесь видим два преступления, вменяемые Христу. Первые преступления, которые первосвященники выставляют ему: он назвал себя Сыном Божьим, то есть он таким образом нарушал их религиозность, их религию, иудейскую религию, потому что по ней Сыном Божьим мог называть себя только царь, царь иудейский. Они были представители Бога и сынами Божьими. Это преступление. Но Пилат им выводит и говорит: «Это се человек. Почему вы его пытаетесь?» И тогда применяется ими вторая формулировка: если ты его признаешь как царем иудейским, то он не друг кесарю. То есть он царь, но предатель. Он кесарю не друг. В это время был царь, все вы знаете, был Ирод. Не тот Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя, это его уже сын. Сын, который пережил страшные бунты после отца. Иудея была разделена на 3 части. Ирод стал править маленькой частичкой Иудеи и страшно боялся, что у него отнимут эту частичку. Пилат здесь должен был следить за тем, чтобы эти бунты не возникали. И поэтому, когда ему приводят назвавшего себя Сыном Божьим, для него это не столь удивительно.
как то, когда называет его не другом кесарю. То есть два обвинения: нарушение духовности и нарушение государственного законодательства, потому что тогда бунтовщики и очень сильно наказывались. Перед тем, как взяли Христа, прошел огромный бунт. В это время тысячи крестов вдоль дорог стояли с распятыми бунтовщиками, и все видели, что как наказываются эти бунтовщики. Поэтому, применив к Христу вот эту хитрость, лжесвидетельство, что он не друг кесарю, Христос в Евангелии нигде ни разу нам об этом не говорит. И больше того, он говорит, что вся власть от Бога, как и Пилату говорит, что если бы не было у тебя власти от Бога, ты бы надо мной не властвовал. Но они свидетельствуют, что он не друг, то есть враг кесарю. И что же мы с вами видим? И мы с вами видим, что в обществе, в любом обществе, так и считается одним из самых страшных преступлений – это быть против власти, ну и общественно страшным преступлением быть против религии, той, которая в данный момент в этой стране, можно так сказать, главная. В этом и обвиняет Христа. Его распяли за это. Хотя Пилот пишет на табличке «Царь иудейский». То есть причина того, что он назвал себя Сыном Божьим, была отвергнута. Почему и просили убрать эту табличку иудеи, что какой же он царь иудейский. Вот. То есть он не мог Сыном Божьим. Но мы двигаемся дальше. Следующий я хотел бы вам показать эпизод, как вот эти два преступления становятся средством массовых репрессий над священниками в прошлом веке, начиная не с 17-го, можно так сказать, все-таки чуть позже, начиная с 20-го года по 41-й, и кому-то вменяли нарушение духовности. Так я изучал, например, историю, как здесь были уничтожены священнослужители и те, кто помогал им. 72 человека я нашел, которые были в эти годы преданы репрессиям за религиозные. А так всего вот в районишко-то никакой, больше 2500 человек было репрессировано. Простых людей за религиозность. Репрессировали иногда просто как в анекдоте. В Колобово жил человек, который работал с другим на поле и сказал: «Ох, Господи!» А второй его говорит: «Что ты Бога поминаешь, его нет». «Никто его еще не отменял», ответил первый, и был взят в тюрьму и там погиб, а семья, 5 человек детей, была сослана в другую местность. Духовное, религиозное, да. Тогда, в это время, религией был атеизм. Отца из Верхнего Ландиха убили по доносам священников, новообрядцев, которые писали на него, что он придерживается патриарха Тихона, что он верен этой патриархии, и это наносит ущерб религиозности в этой местности. Взяли и убили. Убивали священников Пестяковского храма, Нижнеландиховского, Георгиевского, Никульского. Священников убивали, и мы в подвале под своим храмом нашли их останки, а в часовне даже нашли останки
женщины с ребенком. По-видимому, кто-то из семьи. Кто их предавал? Чьи были доносы? Я был в архивах Костромы, Владимира, Иванова. Мне помогало изучать эти архивы. Какое-то время это было доступно ФСБ. Я был в архиве Пестяков, где хранились еще эти доносы, эти свидетельства. И я вам скажу так. Каждый раз на них было смотреть страшно, потому что либо священники на священника, либо родственники на родственниках. Ну вот так вот изощренно выбирали люди, организовавшие эти репрессии, для того, чтобы было некое большее доверие тому, кто это представляет. И, конечно, это страшно. Отца Иоанна в Чихачево убили прямо на том месте, где сейчас похоронена мама отца Иоанна Никия, по свидетельствам. Хотя по документам его забрали, отвезли, там, и где-то что-то в другом месте случилось. Документы очень много поддельных. Я на одного священника нашел документы, что он 2 раза умирал. Сначала он умер просто в тюрьме от болезни, а через 3 года приходит свидетельство еще одно, что его расстреляли через 3 года после его смерти за антисоветскую деятельность, статья 58. Поэтому эти свидетельства ложные считаются тяжким преступлением. Ну, достаточно тяжким преступлением. У нас ложные свидетельства караются, рассматриваются уголовным преступлением. Статья 306 и 307. И имеет от 2 до 6 лет. Ну, там есть еще и штраф, если это преступление никакого особого такого значения не объявлено и больших затрат на следствие не было произведено, то штраф там от 80 тысяч рублей. Но если преступление организовано, имеет общественное большое значение, большие затраты произведены на исследование этого преступления и этого доноса, то до 6 лет. До 6 лет. Почему государство сейчас в современном виде имеет такое серьезное, можно так сказать, отношение к доносу? А потому что все увидели, что тот период от 17 до какого 53-го года, и Хрущев еще эти доносы, ну, что доносы наносят огромный ущерб. Доносы убивают людей, доносы отвлекают от серьезной правоохранительной деятельности силы, и доносы наносят в том числе и страшные экономические ущербы. Огромное количество предприятий, огромное количество каких-то фермерских хозяйств и так далее закрывается по доносам. Человек потом доказывает, что он невиновен, а уже на него, во-первых, навешана вся грязь, во-вторых, у него уже все отнято и разорено. Я по такому доносу в 2005 году 4 года по уголовным преследованиям ходил, 56 судов, как местных, так и областных, пережил для того, чтобы доказать, что донос вот был на меня ложный. Да, государство утвердило, что ложный, выплатили мне за напрасное уголовное заведение, за напрасное заведение уголовного дела компенсацию, но в это время был и донос церковный. И точно так же церковь со мной поступила, которая
хотела поучаствовать в разделе этого имущества, которое у меня к этому времени было. И я и церковные прошел суды, и я видел этих доносчиков и читал то, что они понаписали. И это, конечно, преступление. Другое дело, что это преступление не рассматривалось пока ни разу каким-то государственным органом, хотя та же прокуратура обязана следить за тем, как права человека соблюдаются в религиозных организациях. Нет ли там ущемления прав человека. Но пока мы этого ни разу не видели. Но я вам зачитал Евангелие от Иоанна и показал два преступления, вменяемые Христу, как религиозные нарушения и как государственные нарушения, можно так сказать, ведущие к бунту, не случайно. Потому что именно это мы сейчас и видим вменяется отцу Ионаникию. Причем церковь в спешном порядке до заведения уголовного дела успела выпустить сообщения и свои решения по мнению о том, как 40 лет здесь служил священник, что он якобы что-то церковное нарушил, и многочисленные у него якобы канонические нарушения, таким образом объявив его, что он назвался Сыном Божьим, священником, неправедно. И 40 дней тут принял, как люди утверждают, 5 миллионов человек. Неправедно. Это вот церковное обвинение. Но второе обвинение, которое пытаются, с самого начала пытаются навязать отцу Ионаникию, что здесь экстремизм. Что он каким-то образом здесь готовит бунт, и что тут и казаки в войска собираются, и люди готовы бунтовать. И это полный набор, или вот он, комплект праведника, который был предъявлен Господу Иисусу Христу. Но, как мы сейчас понимаем, Иисус Христос не нарушил ни законов иудейских, там все было чисто, ни тем более обвинений в его бунтарстве и экстремизме никто не нашел и никогда не предъявил. И то же самое происходит с отцом Ионаникием. Но здесь Христос говорит одну очень важную фразу, что больше виноват тот, кто предал меня. Не Пилат, не народ, который кричит «распни, распни», а тот, кто предал его. А кто предал его? И мы с вами помним, что Христа привели сначала легионеры в Синедрион, первосвященники, решали, что с ним сделать. А потом они же и предали его Пилату, указав на его преступление, в том числе и против Кесаря. И это приемчик вот из тех, как говорят, 37-х годов, когда страх Кесаря перед тем, что может опять что-то случиться и власть каким-то образом будет сменена ввиду какого-то бунта, разрешила, помогла другим, в том числе врагам государства, уничтожать людей. То есть можно сейчас откровенно сказать, что Сталин боялся свержения власти, и любой намек, что кто-то против тебя выступает, заканчивался смертью того, кто выступает, либо того, кто донес. И такое было.
Но здесь ситуации в стране сейчас очень похожие, потому что все больше иностранные агенты и зарубежные страны хотят свержения власти в стране и ищут, как поднять на бунт и как взбудоражить население. И мы видим в примере отца и Ананики типичные подстрекательства к экстремизму и бунту людей больных. У отца и Ананики 90% было больных людей. У него было огромное количество тех, кто не лежит в лечебнице и так далее. То есть прямое указание, что распни, распни, за что? За то, что вот он закон нарушает, духовный, и вокруг него вроде нет, но все время вот что-то такое колеблется, что-то там все-таки. Почему и обыскивали так тщательно помещение? Искали какую-нибудь литературу. А какая литература? У отца и Ананики лежат его книги, которые наполнены любовью, наполнены преданности церкви. Поэтому, в общем-то, нигде вменить ему ничего этого невозможно. Так на что же идут организаторы? И кто организатор? А я сейчас не полагаю, очень твердо полагаю, и имея некие свидетельства, что действительно все организовали, можно так сказать, первосвященники, то есть епархия и, может быть, митрополия. Я не знаю, от кого главный сигнал пошел на то, что сделать. И доказательством этого опять является то, что в обысках в Чихачеву участвуют представители епархии. Я уже вам рассказывал, как точно так же заводили уголовное дело на отца Амвросия Юрасова, и там представитель епархии сам по келье бегал и искал, что у него тут не такого лежит. И это каждый раз повторяется, как епархия хочет каким-то образом священника убрать и священника уничтожить. Это уже неоднократно. Вот послушайте, что сделали с отцом, со схимонахом, иеромонахом Николаем Илларионовым. А ты кого еще знаешь вот так, кого, когда при тебе так уничтожали? Ты отца-то Николая Илларионова знала? Это который в больнице работал? Да. Я у него не раз исповедовалась. Да? Хороший он, Он да? же умирать уехал к батюшке Анике. Он сначала к батюшке Анике никого не благословлял. Угу. Потом туда приедут матушки его. Я уеду к батюшке, наши матушки Ивановские приехали к батюшке. Угу. Да, так было интересно, все время рассказы, записочки пишут, на батюшку Николая жалуются. А потом батюшка-то сам приехал, у него все отобрали, его всего изничтожили, оплевали. И он приехал весь разбитый к батюшке, жил у батюшки. Вот в так. домике жил, и батюшка за ним ухаживал. Угу. Вот так вот. Ну, Тоже ведь да. изничтожили. Врач какой прекрасный был. Священник Врач какой шикарный. прекрасный. Сколько спас, сколько всех спас. Да. А ведь это был великолепный священник, всю жизнь прослуживший у психоневрологическом диспансере, то есть у самых тяжелых, можно так сказать, для общества больных. И что? А захотели отнять? Отняли, и батюшка погиб. И это неоднократно. Какие же свидетельства у нас есть
по отношению к тому, что организовано в Чихачево тоже со стороны епархии. Кроме того, что священник ходит. Ну, могли пригласить органы, потому что надо в церковь ходить и надо что-то делать. Но есть другое прямое доказательство. Я сейчас вам покажу эпизод, который сняли свидетели, как представитель епархии на свой телефон, со своего телефона звонит дочери женщины, которую якобы удерживали в Чихачево, и по этому поводу, вот по этой женщине заведено уголовное дело, что против нее совершено преступление. И в телефоне дочь Ирина впервые сообщает матери, почему ее привезли в Чихачево, и просит от нее сказать о том, что ее здесь удерживали. Мать удивлена, что она написала заявление, и надо сказать это, и мать поставлена в обстоятельства, где либо она оказывается вообще без какого-то присмотра, вы сами услышите, она говорит, а кто будет за мной присматривать? Если я буду лежать, ты будешь за мной присматривать. И ей поставлены условия. Монастырь ей такое предоставлял возможность, но здесь дочь требует предать монастырь, предать отца Ионаникия, и все это делается с телефона представителей епархии. И его участие, ее власть подтверждает, что это нужно сделать для епархии. Батюшка-то не настоящий, он лже тут священник. Вот мы приехали, он еще и преступник. Так вот звучит весь посыл для этой женщины, у которой, конечно, шок, как я понимаю. И поэтому я выкладываю этот ролик, но я прошу следственные органы и адвоката обратить внимание на этот разговор. И прошу взять запись этого разговора, а она имеется. У нас полгода записи хранятся. И исследовать этого запись. Потому что лично я полагаю, что вот это организация лжесвидетельства. Лжесвидетельство, которое имеет общественное серьезное значение. И минимум-то здесь как раз 6 лет для этих организаторов. Это они являются общественно опасными, потому что их деятельность действительно может навредить как государству, так и тем людям, которые в государстве живут. Что это за образ тут такой предательский церкви этими людьми представлен? И что это за образ президента, получается, который такую церковь поддерживает? Смотрите этот эпизод. На этом я с вами прощаюсь. Ну и плачьте, потому что многие из вас, если такое случится, предадут безвинно, разбегутся, как апостолы, думая, что действительно там Бог пришел к ним на землю, лжесвященники. И многие потом поймут, как Иуда, что они совершили. И прощения лжесвидетельству не будет, потому что это ложь против Духа Святаго, которая не прощается на земле. Вот это помните, смотря следующий ролик. Дома ходишь, места не находишь. 953, 502, 08, 42. Нет, просто этот самый. Ты за что, заявление подала, что ли? Пишется, да?
Ну как так? Ира, я же тебе позвонила вчера и сказала, где я есть. Ира, ты хочешь, чтобы я у тебя лежала на кровати? Ты за мной ходила? Не тронь меня. Я скажу, Ира, не так... Ира! Ну и что, ну и что, я вижу следственную группу. Ира, ты хочешь, я тебе говорю, чтобы я лежал на кровати? Ты будешь за мной ухаживать или нет? Ты видела мое состояние какое? Ты видела состояние какое? Люди, ты... До свидания, все, успокойся, все. Да, я просто как бы, я что-то сегодня, а вот я обычно тот чат, этот побег. Телефон не берет, видите, на территории. Это сын, вот да, вот даже странно. Это сын беспокоится. Пойдем. Куда надо идти? А вы кто? А чего, а? А вы кто? Зачем ли вам надо-то? Чего? Кто вы? А вы-то кто? Я батюшка чада. А, да ладно, что же самое. Самое. До свидания. Да ладно. А я думаю, тут пресса, что ли, еще? Здесь все хорошо. Вчера людей не узнавала, сегодня адекватная. Здесь все хорошо. Вчера людей не узнавала, сегодня адекватная. Здесь все хорошо. Вчера людей не узнавала, сегодня адекватная. Все, закончились действия следствия? Вы последний раз приехали или еще раз приедете? Вот, ну что, у отца Аники такая проблема. Вот, ну, ну что, следственный комитет. Так вот тоже моя тоже, я расстроилась, и что такое-то, я говорю, они молодежь не понимают. Да вы не переживайте. Правильно, если я говорю, Батюшка сказал, все будет хорошо. Может, так Господь попустил. Это же не вы виноваты. дело в том, что говорят, что вот, знаете, вы молодежь, вы, не знаю, в церковь ходите, я не ходила. Бог есть. И потом я говорю, что я сказала, что говорю, мне там таблеток навыписывали. Толку-то от них. Стала в церкви ходить. Стало улучшение. Конечно. А потом узнала, что здесь. Так я все время говорю, вы сами-то говорю, придите, говорю, сами-то придите на службу, постойте, говорю, сами-то придите. Так я только вчера приехала, а сегодня. Что вы? Скажите, пожалуйста, на вас не оказывает никакого давления? Кто? Следователь. Да нет, ну вроде нормально, как бы. Я им сама говорю, вы сами-то сходите, говорю, ребята, почему? А что они батюшку, что они задают, батюшки, какие вопросы, что они вообще надо? А я не знаю, что они просто... Вы-то там что делали? Вы хоть рядом с батюшкой-то сидели, видели? Знаете, я зашла, батюшка был, а потом он уже, что, стали меня спрашивать, кто нашел, что ему батюшка тут слушать нас? Как говорится-то. Ну, то есть, То бишь вы там сидели, то бишь следователь сидел с вами, батюшка там был. Да, а потом он сказал, ну, он записал мою, что я сказала, он под распишитесь. Я ей говорю, я очки не взяла, я хочу прочитать, он не прочитал, расписывайтесь. Я ей говорю, нет, пусть кто-то, не верю вам. Вот девочку еще, почитай, девочки, говорю. У меня, говорю, дети ругают, чтобы я нигде не расписывалась. Я, бывает, говорю, тоже вот так всем верю. Ну и вот этот самый. И девочка прочитала, и там какие-то коррекцию внесла, какую-то там, как говорится, что как бы. Я приехала по своей воле. Просто я мигом, откуда узнали? Узнала в церкви. В церковь пришла, говорю, женщина, видишь, что я никакая. Она говорит, вот у меня знакомая ездила туда-то. Ну, и вот я узнаю туда адрес. Ну, что узнала, да. Она мне днем позвонила, я вечером готова. Здоровья всем, радости. Аминь.